Всем привет, друзья! Рада снова видеть вас на своем канале. Сегодня наше путешествие принимает особенный оборот. Мы отправляемся в сердце Европы, в удивительный многогранный Базель. Представьте себе место, где границы стираются, а культура буквально переливается из одной страны в другую. Базель – это уникальный город 3 стран. Здесь на берегу могучего Рейна встречаются Швейцария, Франция и Германия, создавая невероятный коктейль из традиций, языков и архитектуры. Мы прогуляемся по его мощеным улочкам, где за каждым поворотом оживает история. Полюбуемся на яркую ратушу, заглянем в тихие дворики старого города и почувствуем этот неспешный, но очень аристократический ритм швейцарской жизни. Базель называют культурной столицей Швейцарии, и сегодня вы поймете почему. Это город искусства, мостов и потрясающей атмосферы, в которую невозможно не влюбиться. Устраивайтесь поудобнее, наше погружение в швейцарскую сказку начинается прямо сейчас. Что же такое Базель? На первый взгляд, это просто красивый швейцарский город на Рейне. Но на самом деле это уникальный географический феномен, у которого нет аналогов в мире. Представьте себе место, где границы не разделяют, а объединяют. Базель – это точка, где в крепкий узел сплелись 3 мощные культуры – Швейцария, Франция и Германия. И наше знакомство с городом мы начали с железнодорожного вокзала. Это не просто перроны и поезда, это настоящие ворота в Европу. Только представьте, одна часть вокзала швейцарская, а другая французская. Прямо внутри здания вы можете пересечь государственную границу, даже не заметив этого. Такая жизнь на стыке определяет здесь все. Даже местный аэропорт уникален. Он находится на французской земле, принадлежит Франции и Швейцарии одновременно, а обслуживает сразу 3 страны. Здесь люди привыкли завтракать круассанами во Франции, ехать на работу в швейцарский офис, а ужинать немецкими колбасками в паре километров от дома. В Базеле границы превратились в мосты, и сегодня мы с вами обязательно дойдем до того самого места, угла 3 стран, где можно буквально покрутиться вокруг своей оси и побывать в 3 государствах одновременно. Но для начала давайте почувствуем ритм самого города. Пойдемте гулять. Мы вышли на центральную площадь города Марктплац, и первое, что буквально ослепляет своей яркостью, это Базельская ратуша. Ратуша построена из красного песчаника, который добывали неподалеку в долине Рейна. Но базельцы пошли дальше, они украсили ее золотыми акцентами и невероятными росписями, чтобы здание выглядело по-настоящему триумфально. Здание начали возводить в 1504 году, сразу после того, как Базель официально присоединился к Швейцарской конфедерации. Для города это был момент огромной гордости и независимости, и ратуша должна была всем своим видом заявлять о новом статусе. Обратите внимание на детали. На фасаде можно увидеть гербы 12 кантонов, которые на тот момент составляли Союз, и старинные часы, созданные мастером Вильгельмом в 1511 году. Они до сих пор исправно показывают время. Но самое интересное скрыто внутри. Если зайти во внутренний дворик, вы попадаете в настоящий музей под открытым небом. Стены там расписаны фресками XVII века, изображающими закон и справедливость. В центре стоит статуя Луция Мунация Планка, основателя римской колонии Августа Раурика, как напоминание о древних корнях этого региона. Удивительно, но спустя 5 веков ратуша остается живым сердцем города. Здесь по-прежнему заседает правительство и парламент кантона Базель-Штат. Это здание – идеальный символ Базеля, яркое, историческое и очень гостеприимное. Базель невозможно представить без его знаменитых трамваев. Кажется, что рельсы здесь проложены по каждой улице. Зеленые трамваи – это городские маршруты. Они курсируют в основном по центру и самому Базелю.
Желтые трамваи с красной полосой – это пригородные линии. Они связывают город с окрестностями. Что касается направлений, цвета на электронных табло и картах помогают быстро ориентироваться. Например, линия номер 3 традиционно обозначается синим цветом и увозит вас во Францию, а линия номер 8 – розовым, и на ней можно доехать прямо в Германию. Это единственный город в мире, где обычный городской трамвай – это полноценный международный транспорт. Мы находимся на самом знаменитом мосту города, который называется Средний мост. Это не просто переправа, это символ Базеля. Мост на этом самом месте стоит уже 800 лет. Первая конструкция появилась здесь в 1226 году, что делает его одним из старейших мостов на Рейне. Долгое время это был единственный способ перебраться через реку в этом регионе, что принесло Базелю огромное богатство от торговли. Обратите внимание на маленькую часовню посреди моста. В средние века у нее была мрачная слава, здесь проводили казни. Но сегодня это самое фотогеничное место города. С моста открывается тот самый открыточный вид на кафедральный собор и набережную, где жизнь кипит и днем, и ночью. Гуляя по Базелю, быстро понимаешь, этот город – идеальный баланс между строгой швейцарской классикой и невероятным уютом. Здесь, как и по всей Швейцарии, на каждом углу встречаются те самые питьевые фонтаны с чистейшей водой и красивые исторические здания, которые хочется рассматривать часами. Отдельно я хотела показать вам вот это здание, где сейчас находится ресторан Рамазотти. Посмотрите, как идеально здесь сохранился старый облик. Это здание – типичный пример архитектуры историзма. Обратите внимание на эти массивные каменные арки и кладку у основания. Такие элементы характерны для старинных европейских торговых домов. Раньше первый этаж всегда отводили под коммерцию, а на верхних жили люди. А сейчас я приглашаю вас в место, где магия Рождества не заканчивается никогда. Это легендарный рождественский дом Йохана Ванера. Знаете, что владельца этого места Йохана Ванера во всем мире называют кутюрье рождественских елок? И это не просто красивое прозвище. Его магазин – это не просто лавка с игрушками, а настоящий поставщик праздничного настроения для мировой элиты. Только вдумайтесь, именно здесь заказывают уникальный декор для Ватикана, украшают елки в Белом доме в Вашингтоне и подбирают игрушки для британской королевской семьи. Йохан Ванер открыл свое дело более полувека назад. В то время традиция выдувать стеклянные игрушки вручную начала угасать, и именно он буквально спас это ремесло, давая заказы мастерам по всей Европе. Сегодня здесь на площади в 500 квадратных метров собраны тысячи украшений, от классики до авангарда. Кстати, если вы думаете, что немецкий язык – это только про строгость, посмотрите на вывеску этого магазина. Здесь написано одно из самых длинных немецких слов. В переводе это звучит как специализированный магазин по обеспечению украшениями для рождественских елок. Пожалуй, я не буду пытаться произнести это на немецком языке. Гуляя среди этих бесконечных рядов с игрушками, которые рассортированы по всем цветам радуги, ты мгновенно теряешь связь с реальностью. Совершенно неважно, какая погода за окном. Внутри всегда царит то самое детское предвкушение чуда. Это обязательное место к посещению, даже если вы приехали в Базель в самый разгар лета.
За бесконечными рядами рождественских игрушек легко забыть, что Базель – это не просто нарядная декорация. На самом деле этот город – настоящий феникс. Он прошел через катастрофы и руины, каждый раз буквально восставая из пепла. Пока мы идем в сторону Старой башни, вдумайтесь, Базель всегда был белой вороной в Швейцарии. Он присоединился к конфедерации только в 1501 году, а до этого веками был вольным имперским городом. Здесь все решали деньги, торговля и интеллект. Пока остальная Швейцария воевала или пасла коров в горах, Базель открывал первый в стране университет и печатал книги, которые меняли мир. А вот и она, башня Шпалентер. Это, пожалуй, самые красивые городские ворота во всей Швейцарии. Когда-то Базель окружала кольцо из таких башен и стен, чтобы защититься от непрошенных гостей. Шпалентер – это выжившая часть той самой линии обороны XIV века. Именно через эти ворота в город въезжали товары из Эльзаса. Видите эти маленькие окна на башнях? Там веками дежурила городская стража. Они наблюдали за каждым, кто заходил в город или выходил из него. Мы гуляем по Базелю, который в 1356 году был почти полностью стерт с лица земли. Мощное землетрясение разрушило все замки вокруг, а начавшийся после этого пожар бушевал больше недели. Тот красивый город, который мы видим сегодня, это результат невероятного труда горожан, которые не сдались и восстановили Базель из руин. Давайте на время оставим центр Базеля и отправимся ближе к воде, туда, где город становится тише, а атмосфера совсем другой. Мы направляемся к уникальному месту, где встречаются сразу три страны – Швейцария, Германия и Франция. Это место называется «Угол трех стран». Представьте, вы стоите здесь, в Швейцарии, но стоит вам повернуться влево, и вы видите берега Франции, обернуться вправо, и перед вами Германия. Базель – это, пожалуй, единственный город на планете, где границы – это не колючая проволока, а просто прогулка. Всего 10 минут по мосту или набережной, и вы уже сменили страну, язык и даже сорт хлеба в пекарне. В центре этого треугольника возвышается он – футуристический монумент, напоминающий серебристый плавник или ракету, устремленную в небо. Это не просто кусок металла, это символ того, как Европа научилась дружить. Здесь Рейн перестает быть просто рекой, он превращается в огромную международную магистраль. Базель называют «золотым коленом Европы». Именно здесь река делает крутой поворот на север, и именно через этот сустав веками качались богатства со всего света. Все, что шло из Северного моря вглубь материка, проходило через эти причалы. Мы с вами снова вернулись в старый город и направляемся в сторону кафедрального собора. Чтобы до него добраться, нужно немного подняться вверх по холму. И уже по дороге начинаешь замечать, насколько здесь все атмосферно. Старый город Базеля – один из самых хорошо сохранившихся в Швейцарии. Эти узкие улочки, брусчатка, разноцветные дома – все это формировалось еще в средние века. И самое интересное, что город буквально вырос вокруг этого холма и собора, поэтому здесь такие перепады высоты и ощущение, что ты все время куда-то поднимаешься или спускаешься.
Базель всегда был городом тихих денег и больших секретов. Посмотрите на эти сдержанные фасады и массивные дубовые двери. Здесь не принято выставлять богатство на показ. За этими историческими стенами скрываются одни из самых дорогих резиденций в Швейцарии. В этих домах веками живут династии, которые управляли финансами Европы, предпочитая оставаться в тени своих предков. По пути мы проходим мимо одной из старейших церквей города. Это церковь Святого Мартина. Она была построена еще в XI веке и считается одной из самых древних в Базеле. Очень скромная снаружи, но с огромной историей внутри. Поднимаясь выше по холму, представьте, кто ходил по этим камням до нас. В средние века Базель был настоящим убежищем для тех, кто искал запретные занятия. В подвалах домов, мимо которых мы сейчас идем, кипела жизнь алхимиков и мастеров гильдии красильщиков. Это была эпоха, когда грань между магией и наукой была тоньше волоса. Базельские мастера по окраске шелка были лучшими в Европе. Они знали секреты пигментов, которые не тускнели десятилетиями. Но чтобы получить идеальный алый или глубокий синий цвет, им приходилось быть химиками-экстремалами. Они смешивали ядовитую ртуть, серу и мышьяк. Именно здесь, в этих кварталах, творил легендарный Парацельс. Он был первым, кто сказал: «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна только доза делает яд незаметным». Он лечил людей не молитвами, а химическими соединениями, которые готовил в таких же подвалах. Его считали безумцем и магом, но фактически он закладывал основы современной фармакологии. Это не совпадение, что именно Базель стал мировой столицей фармацевтики. Секретные эксперименты в полумраке старого города, знания о том, как вещества взаимодействуют с друг другом, передавались из поколения в поколение. Маленькие мастерские красильщиков со временем эволюционировали в химические лаборатории, а затем в многомиллиардные империи, такие как Навартис и Рош. И вот мы уже оказываемся на финишной прямой. Перед нами открывается Мюнстерплац, главная соборная площадь города. Это место – настоящий археологический слоеный пирог. Под этой брусчаткой лежат руины древнеримских укреплений и кельтских поселений. Здесь всегда бился пульс города, но в 2025 году этот пульс стал визуальным. В то время, когда я записывала это видео, Базель превратился в огромную галерею под открытым небом. Здесь проходила знаменитая благотворительная выставка «Биение сердца». Посмотрите, как это выглядело. Вся площадь была усыпана десятками огромных сердец. Каждое такое сердце – это уникальный арт-объект. Их расписывали известные художники, дизайнеры и даже мировые звезды. Смысл выставки был не только в красоте, но и в милосердии. После экспозиции эти сердца продавали на аукционе, а вырученные деньги шли на помощь детям с пороками сердца.
И вот перед нами он, величественный Базельский собор или Мюнстер. Первое, что бросается в глаза, это его цвет. Он построен из красного песчаника, который добывали здесь же, в долине Рейна. Этот камень придает собору какую-то особую теплоту. На закате кажется, что он светится изнутри. Посмотрите на башни. Левая башня Святого Георгия, а правая Святого Мартина. Они разные по высоте и деталям, потому что их строили и восстанавливали в разные эпохи. В 1356 году, когда Великое землетрясение разрушило старый романский храм, его построили заново, уже в готическом стиле. Именно поэтому внизу он выглядит массивным, как крепость, а сверху кажется легким и ажурным. А теперь самое интересное. Если мы обойдем собор с правой стороны, мы попадаем в совершенно другой мир. Эти арки, которые вы видите, это клоатры. Это скрытые обходные галереи, которые служили местом для молитв и размышлений монахов. Здесь стоит оглушительная тишина, даже если на площади шумят туристы. Здесь на протяжении веков хоронили самых знатных и уважаемых жителей Базеля. Мэров, ученых, членов тех самых богатых гильдий, о которых мы говорили. Знаете, на первый взгляд Базель может показаться очень спокойным и даже немного чопорным. Но это самая большая иллюзия. На самом деле этот город невероятно многогранен, и в этом его главная фишка. Здесь в одном флаконе смешаны вещи, которые, казалось бы, невозможно объединить. С одной стороны, это мировая столица медицины и науки. С другой – место проведения знаменитого базельского карнавала Фастнахт, который включен в список наследия ЮНЕСКО. Это единственный в своем роде протестантский карнавал, 3 дня чистого безумия, масок и музыки, которые полностью преображают город. И, конечно же, нельзя забыть про Арт Базел. Каждый год город превращается в центр вселенной для коллекционеров и художников со всего мира. В эти дни Базель пульсирует энергией, становясь самой дорогой и престижной галереей под открытым небом. Базель не кричит о себе, но он точно знает себе цену. Но и самое классное – это расположение Базеля. Это идеальная база для тех, кто хочет увидеть все и сразу. Буквально за 40-50 минут вы можете оказаться в совершенно другой реальности. Например, из Базеля можно легко доехать до французского Кальмара. Это город-сказка, который выглядит так, будто сошел со страниц книг братьев Гримм или мультфильмов Диснея. Пряничные домики, цветочные набережные и каналы маленькой Венеции. Кстати, я там уже побывала и сняла об этом отдельное видео. Если вы хотите увидеть настоящую сказку наяву, обязательно зайдите ко мне на канал и посмотрите ролик про Кальмар, если еще не видели. Гуляя по улочкам старого города, здесь постоянно натыкаешься вот на такие вот узкие проходы. И вот это один из них, просто небольшой проем между зданиями, который уводит куда-то вверх. Этот проход вывел нас на небольшую скрытую площадь, которая называется Лонхоф. В XI веке здесь находился монастырь августинцев. Потом здание стало административным. Здесь даже выдавали зарплаты городским служащим. Но самое неожиданное, что почти до конца XX века здесь находилась городская тюрьма. Сейчас от этого прошлого почти ничего не осталось. В бывших камерах сделали современный отель и ресторан.
А в соседнем корпусе теперь находится музей музыкальных инструментов. И самое удивительное, место при этом очень тихое и атмосферное, совсем не ощущается его прошлая жизнь. Перед тем, как мы завершим нашу прогулку, я хотела показать вам еще одно интересное место. Если свернуть в узкий переулок Гербергасле, вы буквально упретесь в огромную раскрашенную стену. Это местная стена славы рок-н-ролла. Посмотрите, какой здесь масштаб. На граффити изображены легенды музыки, от Фредди Меркьюри и Мика Джаггера до Мадонны и Элвиса Пресли. Все это придумал владелец рок-бара, который находится прямо здесь. Он просто решил превратить скучную серую стену в арт-объект, и в итоге это стало одной из самых фотографируемых точек Базеля. Здесь можно долго стоять и просто угадывать лица кумиров. На этом наше путешествие по Базелю подходит к концу. Мы прошли путь от современных границ 3 стран до древних монастырских стен, увидели биение сердец на главной площади и заглянули в тайные переулки рок-н-ролла. Надеюсь, мне удалось показать вам, что этот город не просто строгая столица медицины, а место с живой душой и очень классной энергетикой. Я очень рада, что вы разделили эту прогулку со мной. Огромное спасибо вам за просмотр. Если видео понравилось, поддержите его лайком, мне будет очень приятно. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал, чтобы мы могли дальше вместе исследовать самые красивые уголки этого мира. До встречи в следующем видео.